Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Максимом Гольдорпом. Он на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые люди. Обсуждаем, что нам преподнес Давос и чего ждать от Абу-Даби. Зеленский понимает, что много чего недосказанного у него после Давоса, хотя, конечно, выступление феерическое и общение потом, его провожали уже, говорит, вот уже время, давай уходи, а он говорит, не-не-не, вам со мной не интересно. В общем, такой эпизод был вчера, и он пишет голосовые сообщения, говорит, обсудили рамку, назначил переговорщиков, все, Абу-Даби. Значит, Витков уже там, уже на этих переговорах, встретился он с Кушнером и еще одним интересным человеком, да, которого представил Путину, Гринбаумом, да, который в Совете мира, который именно и по инвестициям специалист. В общем, очень интересный, да, по составу. Мы не знаем подробностей, но по составу очень интересная встреча. И дальше переговоры, как подчеркивается, трехсторонние. Не факт, что трехсторонние, потому что там пресса пишет по-разному. Может, действительно сядут в разных кабинетах, а американцы будут туда-сюда ходить или втроем сразу сядут. Но не суть, важно. Важно другое. Важно то, что мы имеем в сухом остатке. Продолжение войны. Зеленский, который, собственно, предстал так, как он предстал. И реакция на вчерашний Давос, например, Орбана, который выходит и вскрывает планы, что в 27 году, до 27-27 Украину возьмут в Европейский Союз на птичьих правах, ограниченное членство, но будет, уже деньги выделяют. Но Орбан говорит, что нахамил ему вчера Зеленский в Давосе, говорит, что мы за это платить не будем. Мы действительно сейчас у черты, да, или там возле самой развязки по вопросам окончания войны в Украине. Или, слишком уж очень этого хочется, поэтому каждый видит в любом заявлении какой-то этому сигнал. Мысли-то материальны, мы с вами это знаем. Я позволю сначала пару сравнительных шуток касательно того, о чем вы сейчас сказали. Знаете, вы говорите, а по ходу возникают какие-то метафоры, допустим, когда вчера его просили уже закончить речь, а он говорил, вам не интересно, почему-то вспомнился Высоцкий. Мишка в крик, ошибка тут, это говорит, я еврей, а ему не шибко тут, выйди вон из дверей. Касательно того, кстати, многое похоже. Касательно того, что вы говорите, может, американцы будут из кабинета в кабинет ходить и передавать, тоже вспомнился мультфильм про почтальона Печкина. Помните, когда там Шарик с Матроскиным поссорились и друг другу телеграммы писали? Поздравляю, Шарик, ты балбес. Начало несколько юмористичное, хотя бы для того, чтобы в конце недели хоть чуть-чуть наши люди хоть немножко улыбнулись. Я понимаю, что сейчас дикие времена, в которые страна никогда не погружалась до этого, во всяком случае, с 91 года. И если наш разговор с вами, кроме напрягов умственных, добавит еще хоть кому-то какую-то улыбку или расслабон, то пусть лучше будет так. Теперь о серьезном. Давайте вспомним. Позавчера Зеленский заявлял, что ни в какой Давос он не поедет, у него в стране жопа, и он хочет в холодной жопе точно так же побыть вместе со всеми, с людьми, и так далее. Но как только Трамп сказал, слышь, давай пообщаемся, приезжай, все тут же было брошено и тут же поехал. С одной стороны, можно понять, ты себя назвал директором страны, и если ты хоть чуть-чуть о ней думаешь, будешь и ездить, и договариваться, и так далее. Но, с другой стороны, что до этого было языком трепать о том, что ты ни в какой Давос не поедешь? С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, люди еще раз увидели, что там слово ничего не стоит. Это первый момент. Второй момент. Я не думаю... Я вчера опубликовал пост, в котором написал, что
на мой взгляд, Трамп его пошлет. То есть разговора не получится. Может быть, посыл не звучал матом, но итог был, по-моему, именно такой. Бумаги, которые туда Зеленский припер, никто не читал и подписывать не стал. Судя по Трампу и по тому, как он очень быстро и уехал, можно сказать, что не доставил ему этот разговор какого-то удовольствия. И Зеленский очередную фишку придумал о том, чтобы не двигаться к миру быстро. Дальше, судя по Зеленскому, и тут уже и об Орбане сейчас вспомню, мне показалось, что вчерашний его спич – это была выплеснутая агрессивная энергия, которую он очень долго копил и не мог высказать Трампу, потому что боится. А там, кого он не боится, туда он выплескивает все, что накопилось, все, что хотел. А когда подобное происходит, это говорит о том, что дела идут не так, как хотел. Это говорит о том, что сработала слабость, это говорит о том, что сработали эмоции. Он и на Орбана-то вызверился, я думаю, представляя перед собой не Орбана, а Трампа. Объясню, что имею в виду. Не секрет ни для кого, что Орбан, ну, скажем так, близкий европейский соратник, партнер, союзник американского президента. И Орбан видит, в общем-то, как и Трамп, как и Фицо, как и другие умные люди, они видят Зеленского насквозь. И там не проканает очередная маска и очередные рассказки. Они отлично понимают, и Орбан об этом сказал, за эти годы вы не могли или не хотели окончить войну. Это дословно слова Орбана, и он прав. Еще более жестко, повторюсь, в свое время сказал Фицо, когда сказал после встречи с Зеленским, что я никогда не видел человека, который так боится, что война закончится. Итак, Зеленский, мне кажется, все, что хотел плохое, но не мог высказать Трампу, вылил на Орбана. Да, действительно, это достаточно свински выглядело и свински звучало, хотя бы потому, что ты не имеешь права, как, если уж называешься руководителем государства, ты не имеешь права оскорблять другого руководителя другого государства, тем более государства, которое с начала войны предоставило мирное небо, жилье, возможность жить и работать твоим согражданам, сотням тысяч сограждан. Венгрия многих укрыла от беды. И вести себя так, это просто свински и хамски. Это значит, что ему абсолютно неинтересно, как поступит дальше, допустим, венгерское правительство по отношению к украинским беженцам, которые там находятся. Его не волнует судьба их и не волнует, если, допустим, правительство Орбана поведет себя по отношению к украинцам жестко. Хотя Орбан сказал, что он этого делать не будет. Да, Итак, это, кстати, касательно... нужно отметить, я хочу здесь остановиться. Смотрите, Орбан очень дипломатично, очень, говорит, слетел с катушек, товарищ, да, но я в венгерских интересах действую, мы не бросим украинцев и украинский народ, мы будем поставлять дальше электроэнергию по вот этому мосту, ну, перемычке. Да, который они могут перекрыть, в общем-то. То есть мы ни в коем случае не будем действовать и отвечать как-то жестко на это хамство, потому что это только Зеленский, это его дела. И как бы вываливает эту подноготную о членстве Украины в ЕС, который как бы вписан в рамках и плана Трампа, да, якобы там, о том, что это будет ограниченное членство, о том, что 800 миллиардов дадут вот под этой эгидой, 700 еще где-то там в воздухе. То есть вообще карьера Дель Эсера уже пишет, что в Абу-Даби надо сдавать Донбасс за деньги. Ну, то есть вот эти все процветания в планы, да, которые не подписывал Трамп, хотя Зеленский говорит, я поеду, если только будет подпись. Нет, никаких подписей. Но это фактически торги, да, вот вы сдаете, уходите и имеете перспективы вот на эти суммы. Чтобы завершить момент хамства, да, с Орбаном, значит, Орбан говорит, в ближайшие 100 лет Венгрия не пустит Украину в Европейский Союз. То есть в этом отношении очень жестко ведет себя политический Орбан. Ему уже отвечает Сибига,
и говорить, что ваш хозяин в Москве не протянет 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. Органы, хозяин – это Министерство иностранных дел Украины. Да какое там Министерство иностранных дел? Ну, послушайте, оно с 2014 года как пошло, один прыгал, там скакал возле посольства и матюкался вместе с другими. Вспомните, 2014 год, под горящие шины. Этот самый министр иностранных дел, в завернутых джинсах, если я не ошибаюсь, толстенький такой. Потом дальше, кого не возьми, Кулеба, Сибига, там как грядка какая-то, знаете, как выращивали, что ли, их специально, или как их подбирали, ну, это караул какой-то, на кого не посмотри, бог знает что. Разве подобное является поведением дипломата? Да нет, конечно. А раз так, можно понять, что их и не выбирали туда как дипломатов. Они не нужны были там как дипломаты. Они нужны, ну, как решальщики раз, и два подпевалы основному хамству. Повторюсь, как можно нападать на премьер-министра страны, от которой зависит поставка электроэнергии, так необходимой Украине, и от которой зависят те сотни тысяч украинцев, которые живут там, в этой самой стране. Это говорит только о том, что судьба людей, судьба собственной страны неинтересна совершенно. Касательно даже той ремарки о хозяевах, ну, уж Орбан намного ближе к Трампу, чем к Путину, если на то пошло. Поэтому, знаете, Саш, мне кажется, обсуждать и искать логизмы в действиях Сибих, Кулеб, просто не нужно. Ими движут не профессиональные инстинкты и желание решения. Ими движет внутреннее «я». А судя по всему, там внутреннее «я» очень больное у многих. Очень больное. Разве это голоса людей, которые за то, чтобы быстрее пришел мир? Разве это голос министра иностранных дел, который хочет, чтобы Украина зашла в ЕС? После того, как они оскорбили руководителя одной из, в общем-то, важных европейских стран. И уж точно с голосом блокирующим. Поэтому мне думается, что мы не должны, кроме того, как мы, ну, вот знаете, наскрезно прошли по больным эмоциям этих, к сожалению, представителей, к сожалению, украинской власти. Кстати, обратили внимание, как Орбан дифференцирует слух народа, условных Сибик, Зеленского и украинский народ. Он разделяет это. Он и сказал, что мы не прекратим помогать ни Украине, ни украинцам. Мы будем помогать и дальше. Это замечательно. А если подвести итог под вчерашним всем этим забавным давосским происшествием, то все-таки мне кажется, что Владимиром Зеленским руководили эмоции, обиды, желание в конце концов высказать Трампу то, что он о нем думает, но так как это страшно, было высказано, экстраполировано это все было на Орбана. Это что касается Давоса. А теперь что касается Арабских Эмиратов. Мы не знаем с вами, действительно, я все-таки думаю, что будет общий кабинет или зал для переговоров, ну, потому что это уж слишком будет бредово, если делегации закроются и будут через кого-то, через почтальонов посылать друг другу телеграммы и письма о том, что они думают по поводу переговоров. Тут на другое нужно обратить, на мой взгляд, внимание. Вы посмотрите, и Зеленский, ну и, понятно, все остальные Сибиги и прочее, они все вторят ему и говорят о Донбассе. Вот Донбасс, Донбасс, Донбасс. А что такое? Вот тут надо о другом подумать. Почему Донбасс? Почему так много говорится и такая большая роль отдана Донбассу? Что такого? Любит Зеленский Донбасс? С каких дел? Если я не ошибаюсь, это он называл жителей Донбасса особями. Он продолжил, в общем-то, политику Порошенко по отношению к востоку Украины. Он, русскоговорящий гражданин Украины. Любит ли он Донбасс? Ну, априори нет. Иначе бы в 2019 году первая его поездка была бы туда. Он же обещал мир туда принести. И в 2019 году ничто не мешало ему этот мир туда принести.
И Донбасс бы успокоился, и все бы успокоились. И Россия бы, я думаю, не зацепилась бы за него в 2019 году. Значит, мы это отбрасываем, так? Это не аргумент. Дальше. Возможно, аргументом является требование богатейшего олигарха Украины, у которого там были активы, которые приносили ему состояние. Но их уже там нет. Порт забрали, заводы, часть разрушена, часть забрали. Шахты основные, самые важные в городе Кировске, Комсомолец Донбасса. Потом вот это с коксующимся углем в Доброполе уголь. Их нет, их тоже забрали. Они или разрушены, или забраны. То есть его активов там нет. Стало быть, представлять себе, что это от него заказ держаться за Донбасс, тоже нет. Не то. Что еще? Линия обороны, которая там выстраивалась, и судя по тому, как долго она держится, эта линия обороны, можно сказать, что, наверное, она выстраивалась качественно. И то, что нужно будет объяснять войскам, почему они гибли, а потом им сказали, ладно, оставляем. Но тоже, я думаю, объяснить смогут, когда скажут, весь мир приказал, Трамп надавил, Европа согласилась, поэтому надо отходить. А будете против, нам просто не будут на вас, на ваши выплаты военные давать деньги. Стало быть, тоже отпадает. Так что тогда? Почему Донбасс? Мне кажется, ответ вот в чем. Трамп, будучи коммерцем, и, соответственно, у него ориентиры по жизни все-таки более направлены на переговоры, на сделки, да, он обожает это слово. Он по-своему оценивает людей. Вспомните, как он оценил Зеленского после встречи с ним. Он назвал его, это было 2 года назад, нет, год назад, он назвал его великолепным торгашом. Так вот, Донбасс в данном случае – это максимально завышенная ставка. Ни больше, ни меньше. То есть, этому слову его представители придают максимальное надутое значение, за которое хотят выторговать для себя что-то. Что это что-то? Я полагаю, что речь идет о том, чтобы остаться самим во власти в Киеве. Я думаю, что речь идет именно об этом. Я думаю, что именно это будет на кону. И потом, типа, будет такое, знаете, ну ладно, хорошо, мы выводим оттуда войска, но что у нас будет в Киеве, это наши дела. Как мы проведем выборы и каким образом мы заново воцаримся, это тоже наши дела. Вот мне кажется, что для этого настолько раздута тема вывода войск из Донбасса. Мне кажется, что в этом основное. Другое не подходит. Оно нерационально. А эта компашка, она достаточно рациональна, во всяком случае, в своих интересах. Что еще там в Донбассе? Он выжжен сегодня, он взорван. Особенно, если речь идет об оставшейся части. Людей там нет. Что еще? Ну тогда подождите, сегодня же Песков говорил о том, что это вот ключевое условие, вывод войск, да? И вообще это Абу-Даби, как бы многие сейчас представляют, понятно, упрощая весь спектр переговоров о том, что решение территории... Это, кстати, Зеленский запустил, то есть вы правы в этом отношении. Витков дал понять, Зеленский потом дал понять, какие-то предложат варианты там от всех сторон, что делать с Донбассом. И прям Абу-Даби, знак равенства Донбасс. Но если люди думающие, грамотные, которые там нас смотрят, подписаны на ваш канал, подписаны на мой канал, они как-то вот, подождите, они правда задают этот вопрос, но немножко в другом контексте. Не что там такого в Донбассе, нет. Они задают вопрос, так подождите, это что, была война за Донбасс, получается? Нет. То есть цели и задачи вот этой войны, которая ставила перед собой Россия, они же полагались в другом. Есть целый ряд еще других условий, конкретно к Украине. Получается, это мы отметаем. Сейчас будем танцевать и выпячивать этот Донбасс, понимаете, о том, как мы его там отдадим, не отдадим, продадим, не продадим. Военные как бы разведут руками по обеи стороны линии соприкосновения, потому что суть-то была не в Донбассе, суть была для России в военизированной Украине, которая угрожает границам России.
Для Украины это, понятно, там, кордоны 91-го года, вот это вот все. Мы сами вправе выбирать, кто мы, Ну что да, мы и куда ЕС, мы. НАТО. ЕС, НАТО. Ну вот вам, пожалуйста, вот вам будет ЕС с птичьими правами. НАТО уже, по-моему, вообще не актуально. Трамп красиво сегодня тоже. Оттуда все выходят. Да, он красиво говорит, слушайте, а его же там убеждали, что НАТО это круто, НАТО надо как бы сохранять. А он говорит, круто, тогда я включаю 5-ю статью. А все так переполошились, чего вдруг? Напал кто на США? Нет, говорит, давайте, пригоняйте свои войска, становитесь у меня на южной границе, я на вас посмотрю, на ваше НАТО, какое оно эффективное. То есть вот так он себя ведет. Да, и это мы Гренландию еще сюда не включали, потому что сейчас там вообще цирк устроили насчет Гренландии. Этот цирк, его главным клоуном в этом цирке был вчерашний Зеленский на Давосе, который говорит, мы будем бить российские суда возле берегов Гренландии. Вот мы можем, сейчас буквально снимаем, у нас не приоритетное направление море сейчас, мы снимаем и отправляем, давайте мы поможем вам. Какие суда? Кто захватывает Гренландию? Кто ее атакует? Те торговые и военные, которые рядом проходят по маршруту, вы собираетесь бить? Ну, просто какая-то ересь. И вот тут возникает главный момент. Так а Россия что получит, если условно договорятся о том, что войска выводятся, но Украина вот это вот сохраняется? Я отвечу таким образом. Песков сказал, что вопросы территориальные должны решаться в духе кулуарных анкориджских соглашений. Помните, мы с вами когда-то говорили о том, что ни я, ни вы, ни многие другие не знаем, о чем говорили два президента, русский и американский. Но 100 пудов там договорились. Это было видно потом по движению Америки и реакции России и Китая. Это значит, что Песков обратил внимание только на территориальные запросы, скажем так. Это не значит, что отметены другие пункты, которые ставили перед собой Путин и другие в 2022 году. Скажу больше. Если мы представим себе, что мир должен закончиться на том, что выйдут войска Украины из Донбасса, Донбасс весь географически зайдет в состав России, а другие войска и с той стороны останутся по линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской области. И на этом все. То есть другие пункты, которые озвучивал Путин, не будут исполнены по сути. Это значит, что война начнется заново и очень быстро. Не будет по-другому. Потому что основной целью России, если обозвать лояльно и по-доброму слова денацификация, демилитаризация, основной целью России в данном конкретном уже историческом аспекте является лояльная Украина. Как хотите, уважаемые люди, трактуйте мое слово «лояльная Украина». Я ставлю 3 точки, вы поймете, о чем идет речь. И в это выражение «лояльная Украина» по отношению к России совершенно не входит статус-кво для Украины. Совершенно туда не входит правительство Зеленского, это очевидно. Совершенно туда не входит внутренний настрой. Совершенно туда не входят те, сколько там он называл, 800 тысяч солдат и офицеров, которые, на финансирование которых Зеленский затребовал 700 миллиардов у Европы, о которых говорит Орбан, не входит. Стало быть, если кто-то себе представляет, что речь будет вестись только о выходе из Донбасса украинских войск, то я думаю, что это большая ошибка. Такого или не будет, или будет крайне краткосрочный перерыв и возобновление войны. Возможно, более опасное и страшное, чем идет сейчас. И я думаю, что что-то похожее уже давно-давно русские объясняли американцам. Я не знаю, как они торгуются, я не знаю, что они еще друг другу там советовали или обещали и так далее. Но я думаю, что условный пример
русский президент американскому президенту мог привести, допустим, на примере с Мексикой или с Венесуэлой, или с кем угодно, кто находится рядом, под боком. И вполне возможно, что они на этом поняли друг друга в Анкоридже. Я так думаю, мне так кажется. Потому что вы абсолютно правы. Иначе в России очень сложно будет объяснить, несмотря на правильно настроенную работу пропаганды, средств массовой информации, лидеров мнения, очень сложно будет объяснить, что на этом все, финита ля комедия. Нет, так не будет. Поэтому мне кажется, что посланцы Зеленского и он сам оперируют словом «Донбасс» исключительно для выбивания для себя каких-то преференций, не больше. Мне кажется, что российская сторона не будет соглашаться на тот вариант, что хорошо, мы вышли, на том все и закончили. Но это даже математически неправильно. Россия в Конституции у себя прописала географический состав Запорожской, Харьковской Херсонской областей у себя как их территория. Все же дальше понятно. Они не на всей этой территории. Что, они перепишут Конституцию? Я уверен, что нет. Я уверен, что такого не будет. Я уверен, что речь идет о совершенно другом правящем элементе в Киеве, с которым впоследствии будут достигаться те или иные необходимые договоренности. Я думаю, что об этом идет речь. И я думаю, что Путин без стеснений сказал об этом Трампу. Я думаю, что именно так все и выглядит. Вот мой ответ. Как вы считаете, расходится, конечно, вот эта, значит, да, фотография с Будановым, да? Когда Извините, я не знаю. Фотография, когда они, собственно, делегации встречались, да, и, в общем, Буданов как бы протягивает руку к Трампу, здоровается с Трампом, да, вот, классика новая, то есть, и так вот, типа как кланяется ему в рукопожатии. Так камера как бы щелкнула, Зеленский на заднем плане радуется, Умеров тоже смеется. Это вот такое произошло знакомство. Многие там, например, Кость Бондаренко шутит, что с удивлением узнал Трамп, что не все ходят от киевской власти в костюмах для пикника, а некоторые еще классический костюм носят. Как вам думается, транзит на Буданова – это то, что сейчас на повестке? И поэтому мы сейчас наблюдаем, условного, там, молодого Путина, помните, при Ельцине, да, когда он был, тоже спецслужбист, тоже очень кротко, тоже очень так вот, видно, как в последнее время себя ведет Буданов. Не вот эти интервью его, там, те, которые раньше он раздавал, а вот сейчас, после позиции того, как у него позиция глава офиса президента, фактически премьер-министр и вице-президент Украины, как он очень коротко, скромно, он вообще какие-то страшные вещи для украинской пропаганды рассказывал в Давосе о том, что мы не можем отбрасывать Россию, мы должны тоже считаться, мы вообще тоже мы не за бортом, мы внутри переговоров. Так, разжевывал, понимаете? То есть так более-менее пытался трезво себя вести в контексте переговоров и говорил, что война скоро закончится. Не завтра, но мы идем в этом направлении. Его нам готовят, украинцам, вместо Зеленского под транзит. Я не думаю, что мы можем отбрасывать эту версию, этот вариант. Это очень вероятно. Если данный процесс будет согласован американцами с русскими, и будет понятно для русских, например, как потом могут развиваться события, хотя бы в краткосрочной перспективе, я думаю, что такое вполне возможно. Хотя лично являюсь больше все-таки сторонником другой версии. Мне кажется, что Зеленский не видит в Буданове надежного союзника. Более того, он, вероятно, в нем видит конкурента. Более того, он, вероятно, очень не хочет, чтобы
были объединены усилия двух конкурентов, допустим, Буданова и Залужного, оба армейские генералы, оба имеют влияние и авторитет в армии. И я все-таки сторонник той версии, что Зеленский намеренно выдернул Буданова к себе в офис, в канцелярию в эту, для того, чтобы приблизить, более контролировать, убрать от реальных рычагов влияния. Ну, есть разница, ты командуешь корпусом разведчиков, или ты командуешь с оружием и готовых на все, или ты просто зав канцелярии. Мне кажется все-таки, что Буданов не Ермак. И та вертикаль, которую выстраивал Ермак для себя и для Зеленского, Буданову не была передана. Но замазать, запачкать или просто атрофировать его действия возможно. Во всяком случае, можно попытаться это сделать, и может и получится. Поэтому я думаю, что для этого Зеленский выдернул Буданова к себе. Я знаю о том, что версия, которую вы назвали, она существует, и она вполне, назовем так, рабочая. И все-таки я сторонник второй версии о том, что Буданов ему нужен для того, чтобы минимизировать его влияние, минимизировать риски, которые могут от него исходить, и следующий, я думаю, на очереди каким-то образом будет Залужный. Понимаете, я читал неоднократно, что бывший начальник разведки выученик англичан, выученик американцев. Это все понятно. В Украине очень много генералов прошли обучение и переформатировку в Америке или в Англии. Это ясно. Просто мне кажется, глядя на Зеленского, что это не тот субъект, который просто так будет помогать кому-то сместить его самого с кресла. Я думаю, что Зеленский больше, повторюсь, видит в Буданове врага, чем друга и союзника. Ну, а что касается того, о чем говорит начальник канцелярии президента, вспомните, он начал об этом говорить еще будучи начальником разведки. О том, что война гибельна для Украины, о том, что все равно нужен мир, о том, что мир должен быть и будет. То, что он сегодня вспомнил о том, что есть география, и оказывается и Россия рядом, и надо учитывать интересы разных стран для того, чтобы жить в мире, а не херами крыть, допустим, венгерского или премьера или польского президента. Это может говорить только о собственных попытках собственной игры, либо о том, что он играет в унисон вынужден играть в унисон с Зеленским. Ни больше, ни меньше. Моя точка зрения, Буданов в офисе президента не для роста. Но с той точкой зрения, которую вы высказали, ее, скажем так, работоспособностью, я не могу не согласиться. Это тоже возможно. И все-таки я считаю, что его туда дернули для того, чтобы размазать, выдернуть, убрать от реальных рычагов возможностей и влияния в армии. Я думаю так. Вообще, мне кажется, что... Ну, тогда получается, смотрите, тогда логика получается и других вещей. Вот вчера все прозрели, вечером поздно. Стерненко назначен советником Федорова, министра обороны. У него там кадровые чистки прошли, он замов поувольнял, новых будет набирать. И тут Стерненко говорит, дроны там на передовой будет вот советовать. И тут же, смотрите, как бы все в шоке, да, потому что они напишут, ну понятно, там Стерненко прижился, Стерненко будет наживаться, деньги отмывать, а это вообще все одна соросятская кодла и так далее, и так далее. Но если следовать вашей логике, то получается, мы видим Кубраков, советник, встретился Зеленский. С Кулебой как-то не сложилось, его там на внешнюю разведку, но пока вроде как без каких-то назначений, посмотрим, что будет дальше. То есть с кем вот не встречался, там Притула, Стерненко, Притула встретился, ему от Запорожской области выделили денежку, со Стерненко встретился, сразу получается, что он всех условных своих противников вот так же замарывает в своей же власти. Есть такое выражение, поцелуй Иуды получается. Ну, мне кажется, что касательно этих персонажей, которых вы перечислили, речь идет просто о покупке лояльности.
они не такие уж... Ну, нельзя сравнить авторитет и мощь и силу начальника разведки, который превратил военную разведку в такое мини-государство в государстве. Нельзя сравнить ни с кем из тех, кого назвали. Мне кажется, это просто покупка лояльности в определенных прослойках избирательного поля. Либо, если связывать ту или иную фамилию, допустим, с нацбатами или с ретушированными преступниками, то работа идет именно в этом направлении. Я не думаю, что у него хватит ума, как вы там сказали, отмывать деньги в Министерстве обороны. Я вообще думаю, что Федоров не очень представляет для себя внутри задачу обогатиться в Министерстве обороны. Мне так кажется. У меня другое о нем впечатление и мысли. Он попробует играть в свою игру, мне кажется так. Касательно Притулы, я все-таки думаю, что все то же самое. Это просто покупка лояльности, ни больше, ни меньше. Это говорит о том и подтверждает мои мысли, что Зеленский все равно пытается в среднесрочной перспективе играть в или Ишак сдохнет, или Падишах умрет, играть в тянучку в ожидании. Давайте представим себе, что есть на свете условное глубинное государство. Ну, кто-то его, Трамп его дипстейтом называет, кто-то говорит, что рептилоиды, кто-то говорит, что инопланетяне, кто-то говорит, что масонский заговор, что угодно. Мы сейчас не будем концентрировать внимание на том или ином названии. Но давайте представим себе, что все-таки есть собрание могучих людей, очень богатых и очень влиятельных, которые пытаются вертеть не только своим государством, в данном случае Америкой, но и с помощью этой самой Америки вертеть другими государствами. Я для чего это сказал? Для того, чтобы понимать, что у них многое получилось. Америка для них стала инструментарием. Возможно, что Трамп и его окружение для них стали черными лебедями, которые не входили в их планы, но между тем они появились. Все, что они выстраивали уже за рубежом, в том числе Украину, ее политику внешнюю, ее политику внутреннюю, ее, так как они ее прицеливали, те задачи, которые они ставили тем, кто был поставлен руководить Украиной. Это все реализовывалось, но потом в связи с изменениями попало под определенные корректировки. Но эти же люди... И Трамп сейчас на троне, Трамп сейчас пытается по-своему все делать, окружение Трампа тоже там что-то пытается. И Зеленский точно не входит в орбиту людей Трампа. Равно как и много европейских лидеров, которые тоже не входят в орбиту влияния Трампа. Это как раз люди, которые зависимы и входят в орбиту влияния так называемого дипстейта, глубинного государства. Можно себе представить, что проект Украина, который они задумывали, немножко сошел с рельс и идет не так, как хотели. Машинист в кипише. А ему просто говорят: подожди, не спеши, дай время. Никто не молодой. У Трампа куча проблем. Мы с вами в прошлом эфире об этом вспоминали. У Трампа куча проблем в Америке. Сколько он еще пробудет, никто не знает. Кто придет за ним, никто не знает. А мы, допустим, Почему никто не знает? Венс. Кто знает, может быть и не Венс. И опять же... Я просто добавлю по мотивам Давоса. Там же какая главная таблоидная штука, да? Опять руки Трампа. То можно было ссылаться, что у него правая рука, он куча рукопожатий. Помните, Левит оправдывал эту историю. А сейчас показывают левая рука. Ну, видимо, понятно, что здесь как бы вены, да, на руке доступны. И, судя по всему, капельницу ставили, и там такое вот пятно, замазанное тональным кремом, но очень плохо замазанное. Поэтому все это обсуждают, ну, из глобалистских таких желтушных таблоидов. Человеку 80 лет скоро, и дай бог каждому 80 лет так мотаться по миру, по своей стране, прыгать из самолета в самолет, сбегать и забегать
по трапу и разруливать те или иные вопросы. Хорошо или плохо, но между тем разруливать. Поэтому я спокойно отношусь к тому, что он там инъекции какие-то делает себе. Он не молодой человек, он старается следить за собой. Поэтому я хочу сказать, что можно себе представить, что знающие люди говорят нашему Зеленскому: потяни время, не спеши, придумай что-нибудь. Все изменится. Мы изменим, мы поможем. Там или Ишак сдохнет, или падишах умрет. И в эту игру, в игру затяжки времени, он играет. Там переговоры, там закон о выборах мы начали готовить. Там еще что-то. Там надувается одна из тем, допустим, вывод войск из Донбасса. И начинается размазывание белой каши по чистому столу. То, что можно решить за неделю, две, три, решается на протяжении месяцев, а может быть до конца года. Там выдернул конкурента, поставил рядом с собой, а время покажет. Время покажет, где конкурента можно заморать, подставить ему подножку. Время покажет, что произойдет с другим конкурентом. Время на самом деле в данном случае играет в его пользу, не против него. Почему? Потому что формула «Ишак сдохнет, падишах умрет» работает, исторически работает. Так, давайте спорить, а то как-то... Давайте. В смысле время играет в его пользу. Вот сегодня Кличко в очередной раз говорит: товарищи, будьте готовы уезжать. Если есть куда уезжать, уезжайте. Уже, я вам хочу сказать, даже такие стойкие оловянные солдатики, как Бацман, жена Гордона, выкладывает пост с топориком, она у себя в Инстаграме, вот эта вся такая в шубах на фоне елочек и снега, и пишет: ситуация критическая, мы должны продержаться еще месяц, тогда синоптики обещают потепление. Стармеру, Макрону, Мерцу, Мелани, Стубу, Зеленскому нужно запрыгнуть в самолет и немедленно улететь к Трампу. Заприте его в комнате и не выпускайте, пока он не согласится закрыть небо над Украиной силами США и европейских стран. Это нужно сделать немедленно закрыть небо над всей страной, всех ракетодронов, санкции против Путина, всего остального позже. Теперь все остальное позже. Теперь надо спасать Украину от энергетического геноцида, который на глазах всего цивилизационного мира в 21 веке создает Путин. Заморозки украинцев, включая детей, пожилых людей, беременных. Такого еще не было в мировой истории. Ахтунг, ахтунг, алярм, кричит Бацман. Ким говорит: готовьтесь, беда будет, мы тоже готовимся, давайте генераторы, давайте там вышки связи под генераторы. Все сейчас вот в этом ужасе, которое несет мороз, холод и отсутствие отопления и света. А вы говорите, у него время есть, у Зеленского. Я же о нем говорю, а не о тех, кто сидит без света, без отопления. Я о нем говорю, у него есть. У тех нет, у людей нет, у страны нет. Я как раз не успел фразу закончить. Вы сказали, давайте спорить. Я сепарирую две эти вещи. Его и страну, его и людей. Это разные вещи. Что касается Бацман или там ее мужа, дешевое шоу, дешевый пост, дешевое фото. Они живут в частном доме, если я не ошибаюсь, недалеко от Киева. Никогда не поверю, что в их доме нет генераторов, нет собственной автономной котельни, собственной автономной подачи воды. Я думаю, там все в порядке. Не холодно, все замечательно. Еще с тех, с давних времен. Поэтому, это исключительно такая игрушка, пиар-акция, не больше. Касательно того, о чем говорит Кличко о Киеве, не надо забывать, что с 2014 года именно Кличко ни черта не сделал для того, чтобы в Киеве классно работали электросети, чтобы мы уже с вами это обсуждали, чтобы генерирующие предприятия были подконтрольны городу, а не частному лицу. Ничего не было сделано. Киев просто проедался. Вся казна его проедалась, все его возможности проедались. Да, это было мирное время. Да, никто тогда не предполагал, что будет война и что будут разрушения извне, направленные на энергосистему. Но не надо забывать, что
дохлая энергосистема подошла к войне именно благодаря тому, что ее разбазарили и отдали олигархам. Вот и все. Это сейчас они тоже верещат о том, что ай-яй-яй, как плохо, но они же ничего не делали для того, чтобы было хорошо. Ее просто высасывали, эти возможности энергосистемы, и превращали в деньги. На ремонт энергосистемы списывались огромные деньги, и просто воровались эти деньги. Не надо забывать, что энергосети города Киева были в аренде у ДТЭКа, если я не ошибаюсь, до 2015 или 2016 года. Я не знаю, продлили ли потом эту аренду или нет. Я вам сейчас не отвечу. Наверное, да. И подобных примеров по всем городам Украины можно привести безапелляционно, и очень четко мы попадем в аналогичную ситуацию, может быть, менее масштабную. Поэтому в том, что происходит сегодня в Киеве, виноват и Кличко, и его комбанда, которую он любит вечно пиарить, и главы райадминистрации, которых назначает туда Зеленский, и Министерство энергетики, которое пилило деньги, которые выделялись для защиты энергообъектов от ударов дронов и снарядов. Помним, да, как Миндич говорил о том, что да, зачем туда деньги тратить, и так все равно, что ничего не выдержит, не спасем же. Уж лучше их стырить, чем они, в общем-то, и занимались. Поэтому причина происшедшего с Киевом, трагедии или катастрофы, она кроется еще в 14, 15, 16, 17, 18, 19 годах. 20-м, 21-м и уже в начале 22-м, а уже потом в войне. Это второе. И третье. Да, действительно, чем время в данном случае позволяет тому же Зеленскому иметь больше окон возможностей. Он сможет лавировать, он сможет петлять, он сможет... За это время те или иные его конкуренты куда-то денутся. За это время те или иные его внешние враги тоже могут куда-то деться. Это все окна возможности. И он остается не просто на плаву, он остается на троне. Он в это сегодня играет, он в это свято поверил. Он не хочет снимать с себя именно эту одежду такого местного царька. Он не хочет снимать с себя эту маску. Он хочет доиграть в ней еще долго-долго-долго. Он молодой по сравнению с Трампом или Путиным. Поэтому я не думаю, что я ошибся, полагая, что его, как минимум, среднесрочная стратегия – это игра на оттяжку. Игра на оттяжку, игра на то, что да, конечно, но на самом-то деле время лично в его пользу играет. Народа Украины нет. Украины как таковой нет. Тут же дальше надо смотреть немножко. Вы правильно сконцентрировали внимание сегодня на том, а что ж получит Россия, если она согласится закончить 4-летнюю войну выводом войск из Донбасса. Вряд ли правящие круги в России, да и, собственно, люди, будут убеждены в том, что это вот того стоило. Все, что произошло там. А там тоже гибли люди, солдаты, офицеры. Гибнут гражданские сейчас. Дикие санкции. Не так уж простая ситуация в экономике, которая милитаризована. Да, милитаризация дает толчок определенный для экономики, но она не может быть постоянной, эта милитаризация. Потом будут перекосы. Уже это Советский Союз проходил. И чем закончил Советский Союз, знают, в том числе правящие круги в России. Так вот, я к тому веду, что не получится объяснить, что вот вывели оттуда войска, вот на том и закончим, очень даже и неплохо получилось. И это повлечет за собой, думаю, разлом целой конструкции, которая там есть. И я думаю, что так думают не только я, а очень многие другие. И в этой связи можно сказать, что их просто могут припереть к стенке, к той ситуации, когда иного выхода, кроме как использовать самое смертоносное оружие, у них не останется. Кто? И
Что может припереть к стенке? Обстоятельства. Мгм. Те самые обстоятельства, о которых мы говорим. Нерезультативный с их точки зрения процесс по Украине. Проблема в экономике. Проблема с народонаселением. Внутренние распри, а их тоже хватает. Россия – это федерация, это разные люди, это разные республики, это разные веры, в конце концов, это разные амбиции. И именно это, такой вывод, позволяет мне считать, что каждый день не мира, каждый день войны, к сожалению, очень приближает конфликт к его завершению с помощью применения ядерного оружия. Мое мнение такое. Ну, то есть, Я понятно, что-то, очень старался подбирать слова. ну, что-то, что перевернет историю и скажет, ну вот, смотрите, и дальше все как бы растащат по углам, и тогда это будет как бы оправдано. Ну, с точки зрения там такой драматургии сценарной. Хотя, конечно, мы никоим образом этого не хотим и рассматриваем эти сценарии как гипотетические, нежелательные, невообразимые, но их надо рассматривать. Надо, потому что, ну, а почему нет? Несомненно. Мы с вами в 2021 году представить себе не могли, что начнется таким образом 2022 год. А он начался. Мы представить себе не могли, что будет война. Почему же мы сейчас должны отвергать вариацию с применением в отношении Украины более страшного оружия? Тем более, что не так давно показательные выступления были. Сначала по Днепропетровску, потом по Стрый, да, там, подо Львовом. Почему это надо отбрасывать в сторону? И дело же в чем? Верхушка, скорее всего, смотается. Хотя, может быть, и нет. Но погибнет огромное количество просто обычных людей. И сама Земля уже будет долго-долго не подлежать восстановлению. В общем, отбрасывать подобные вещи нельзя. То, что за 4 года результатом переговоров является возможность со стороны Зеленского, допустим, оперировать просто выводом войск из Донбасса, говорит о том, что не все у всех так получается, как они хотели. И получилось не так, как хотели. И когда ситуация станет патовой, и эта патовость будет влечь за собой разлом и развал, по примеру 91 года, вы правильно сказали, нас смотрят умные люди, они поймут, о чем сейчас говорю. Я думаю, что для того, чтобы избежать подобного всего, вполне может быть принято крайне опасное для Украины решение. Вот и все. Вот почему я каждый день, каждый раз говорю, что нужно заключать мир. Нужно. Ну, в общем, что еще можно добавить здесь? Нужно. Смотрите, я хотел бы с вами обсудить, и это очень важно. Людей. Значит, там в Одесской, в Винницкой области, там на границе, да, там Могилев-Подольский, люди побили этого начальника горсвета, да, потому что, ну, они не... Смотрите, они вообще не понимают там, да, ну как, в многих уголках Украины не понимают. Ну, грубо говоря, граница рядом, вот вам провод, как бы, перекидка, почему у нас отключают, и вот так. Все это делается под справедливость, чтобы у всех там часы, вот это все, это мы к этому привыкли. Дальше история такая жуткая, рассказывает ее там журналистка Суспильного о том, что тренер по футболу Михайличенко, Динамо Киев, побил мужика, который там крутит гайки, ну, который коммунальщик. Вот он его побил, тут написал заявление, ну, там же человек узнаваемый. Ну, то есть у людей срывает крышу. То есть на фоне этого отсутствия света, на фоне вот этой злобы. А что побил? Потому что не было тепла в его доме. Люди пытаются вообще как могут этому противостоять. Вот даже такой, казалось бы, очень,
ну, как это, зумерские, так сейчас, да, выражаются, но все равно же ответ, да, все равно же ответ. Все знают, что когда в Киеве воздушная тревога, когда вот эти перебои со светом, когда вот эти морозы, когда вот эта вот такая ситуация, короче, с одного берега на другой ты, ну, не попадешь. Тревоги бывают по 4, по 5 раз в день и так далее, но это просто что-то. То есть ребята молодые сняли видео, вот оно, значит, да, сняли видео о том, как они переходят пешком по замерзшему Днепру с одного берега на другой берег. Причем четко там видно начальная точка, конечная точка. Ну, это как бы такой ответ, да, молодежи на то, что происходит. Люди уже, ну, во-первых, они дичают. Во-вторых, они научились делать из, там, ну, простите за такое выражение, из, в прямом смысле, там, дерьма и палок себе какой-то обогрев дома. Это уже не те там, ну, они-то те, жители столицы, все же хотели жить в столице, все хотели. А им говорят, уезжайте, потому что у них у каждого в каждой квартире уже, ну, свое там, условно, маленькое... 8 градусов, 6-8 градусов. Да. И маленькое хозяйство, как не сдохнуть, понимаете, как согреться и угреться. Мы же это все будем очень долго расхлебывать. Трамп, которому задали вопросы, он там аудио, ну, это в самолете, поэтому аудио, он говорит, да, это очень тяжело, а люди так послушали ответ Трампа, а там нет никакого, вот на что расчет был, ни призыва, ни что делать. То есть вполне себе иносказательно читается, что это надо для того, чтобы принудить к миру. Ну хорошо, если нас вот так, украинцев, принудят к миру, какими мы будем и в каком мире мы будем? Вот какие мысли у вас по этому поводу? Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю. А если к этому еще добавить, и если эти цифры правдивые, что на самом деле погибло уже больше 1 000 000 человек, и если припонять себе, что погибли-то в основном мужики, да, 1 000 000 солдат, офицеров, это те парни, которые могли рожать детей, у которых остались дети, жены, матери, сестры. Если представить себе, что через каждую квартиру или через каждый дом кому-то пришла беда, и все это объединить с тем, о чем вы сейчас говорите, о той катастрофе, которая происходит гуманитарной, уровень ненависти. Мне задали вопрос, а возможно ли все-таки представить, что все-таки ненависть украинцев к русским уйдет и когда уйдет. Так вот, уровень ненависти этой самой, он зашкаливает, конечно же. И вы абсолютно правильно заметили, что да людям глубину не нужно. Они в основном не заныривают глубоко, не задумываются глубоко. Как вы говорите, провод кинули, да, ну где же электричество, чего ж ты его не даешь, ты такой-сякой негодяй. И, как кто-то сказал, людям не нужно знать правду, им нужно просто понимать, кто хорошие парни, а кто плохие парни. Вот показали, что там плохие, а это хорошие. Все нормально, это работает. И так было всегда, и будет еще очень долго. Я не знаю, чем именно закончится эта война. Я не знаю, какие будут изменения проведены во властных структурах. Я не знаю, кто возглавит Украину в ближайшее послевоенное время. От этого очень много зависит, как будет выстроена работа с людьми, как будут убраны, по возможности нивелированы те ужасные последствия, которые испытали на себе граждане Украины во время этой войны. Если бы все это знать, то можно было бы говорить о том, что, ну, если сразу же, допустим, по достижению мира в страну рванут деньги, будет что-то восстанавливаться, будет строиться инфраструктура, заводы и так далее, людям будет не до слова ненавидеть, а им будет до слова восстанавливать, развиваться, растить детей, что-то делать для того, чтобы приводить в порядок свой дом, квартиру, которые в этот раз промерзли и отсырели, заплесневели. Если это будет так,
то процесс заживления моральных, психологических, душевных ран, он ускорится. А тем более, если к этому добавить, то суды Украинского народного трибунала будут жестко и четко привлекать к ответственности мародеров, негодяев, которые жили на войне, показывать их людям и объяснять, что беды людей, в том числе или не в последнюю очередь, именно от них, от этих самых правителей, которые ваши деньги делили вместо того, чтобы эти деньги направить на защиту тех же ТЭЦ в Киеве, на ремонт энергосистем, ну и так далее и тому подобное. Если в совокупности подобные действия будут происходить, то заживление ран будет идти намного быстрее. И если же будет так, как вы говорите, Трампу сказали, а он отмахнулся, типа, да, ой, как холодно, как там, как же так. И после заключения мира в стране долго еще будет свистеть разруха, и условия для ее развития не будут созданы, а будут ничтожны и минимальны, то это закончится тем, что маломальски работоспособное население с детворой уедет из страны. Будет много очагов, ну, назовем так, восстаний или бандитских разборок. Много будет сформировано из бывших военных банд, которые будут разбираться друг с другом и с потенциальными жертвами. То есть страна будет в этом смысле, оставшаяся страна, непригодна для жизни. Европа закроет свои кордоны, потому что она поймет, что из Украины будет путешествовать огромное количество потенциальных преступников. И в этом случае ожидать чего-то хорошего не приходится совершенно. Я не верю в то, что по достижению мирных договоренностей в оставшуюся Украину рванут инвестиции. Я в это не верю. Уже многое отдано. Также Зеленский заключил договор с Трампом о том, что 50% ископаемых будет принадлежать по большому счету Соединенным Штатам под названием какой-то там инвестиционный фонд. До этого были заключены договоренности с BlackRock. Еще до этого была выставлена украинская земля на продажу. Хозяева своих активов, они ими будут опікуватися, ими будут заниматься. Но что касается восстановления страны как таковой, я в это не очень верю. Поэтому мой ответ на ваш вопрос, если подвести черту, следующий. Изменения должны быть с головы страны. Должна быть изменена и заменена правящая верхушка. Должны быть пересмотрены подходы к сосуществованию и работе с соседями. Я имею в виду другие страны. Максимально должна развиваться не милитаристская тема, а тема обустройства, отстраивания, воссоздания и развития. Максимально придется перевернуть страницу взаимных обид, горя и тем самым выйти на какие-то рубежи договоренности и с Россией, и с Белоруссией, и с венграми и поляками, которых сейчас обижает наш президент. Это даст окно возможностей для того, чтобы в таком случае привлекать сюда и людей, привлекать сюда деньги, привлекать сюда деловые интересы. Мне кажется, что только так Украина будет иметь возможность на мирное будущее и мирное сосуществование в том месте, где она географически находится. Так уж получилось. Ну вот, пожалуй, так, Александр. Да, ну и знаете... А вы что думаете на этот счет? Ну, я Вот думаю, что... вопрос вы задали слишком смотрите, сложный. Вы что думаете? Никто не, собственно... Я думаю, что никогда не поздно, да? Вот это вот такие мои мысли. Никогда не поздно. Главное, чтобы не забыли люди, как было до. Но люди многое помнят. Вот, например, пожалуйста, да, там...
представитель ну, еврейской организации Эдуард Долинский публикует информация, сенсация. Администрация города Вознесенск, это Николаевская область, отказалась демонтировать памятник на могиле Мойши Винницкого, это Мишка Япончик. В ответ активистам, требовавшим убрать памятник от власти, ответили, что надгробный памятник не содержит запрещенной символики, сам Мишка Япончик не входит в список лиц, а памятники, которые вот сейчас его, да, он не требует по закону ликвидации. Хотя памятник и памятник, то есть, да. Но я думаю, что это, конечно, прецедент. А такие прецеденты уже были. Я помню, с Брежневым подобная история. Все равно снесли. Но все равно люди как бы вот могут сообща, да, на местном своем уровне что-то решить. Да. Не всех, как это, выражение такое, мы так в детстве смеялись, там смешно так было, а потом сейчас такой во взрослой жизни уже не смешно. Есть такое выражение, не всех война убила, да, не всех война адекватных убила. Вот я думаю, что к этим людям, на этих людей скоро должен быть спрос. И все как бы разрулится. Дай это Бог. Дай это Бог. Люди бы чтобы остались, это очень важно. Мы же понимаем, что семьи, которые поуезжали за рубеж несколько лет назад, и которые устроились, и которые устроили детей, они назад уже не поедут. В редких случаях, в редком исключении. А это же речь идет о миллионах работоспособных и, простите, репродуктивных украинцев. Те, которые могли бы приводить детей в украинские садики и школы, и потом университеты. На самом деле, голимый плохой потенциал войны, он слишком долг может быть во времени. И ее разрушительные характеристики, ее разрушительные последствия будут продолжаться дальше по инерции. Мы просто сегодня этого не видим или стараемся не замечать, но в том случае, если Украина не получит поддержку после окончания войны от ближайших соседей, я сомневаюсь в том, что она будет восстанавливаться и развиваться. 1945 год, разрушенная Украина, сожженная нафиг немцами и их сателлитами. И 1985 год, цветущая Украина, прекраснейшая республика в составе Советского Союза, но она такой стала благодаря тому, что весь Советский Союз ее восстанавливал. Понятное дело, оставшиеся украинцы, но весь Советский Союз. Все его возможности с учетом сталинской дисциплины и в целом возможностей огромной-огромной страны. Я думаю, что здесь можно проводить параллели. Я не говорю о том, что нужно реставрировать прошлое, но я говорю о том, что Украина всегда себя чувствовала и развивалась тогда, когда она была с соседями, мягко говоря, в добрых отношениях. Это даст шанс на восстановление и развитие. Еще раз вернусь к вашему примеру с Трампом. Ребята, да понять надо, что проблемы индейцев, шерифов не трогают совершенно и не будут трогать. У шерифов там свои есть шерифовские проблемы за океаном и свои индейцы. И им есть там чем заниматься. И думать они о том, как будет с Украиной потом, неинтересно. Они все думают, и это не хорошо и не плохо, это факт. А факт – это самая упрямая вещь в мире. Они все думают об Украине исключительно сегодня с точки зрения, что оттуда можно выгрести. Как компенсировать то, что вложили. Вот и все. Ни больше, ни меньше. О людях, да я вас прошу, в Европе сейчас людей полно. Они вон нецивилизованных набрали и не знают, что с ними делать. Поэтому нужно понимать, что полагаться придется на себя и на тех, с кем мы говорим на одинаковом языке. Да, я понимаю, за эти годы нас постарались разделить по языку, а годы войны тем более многих заставили отойти от русского языка и использовать даже в обиходе украинский язык. Хотя я вот смотрю прослушку, когда показывают там Зеленского или Тимошенко или Миндича, они все на русском говорят. И Порошенко, все на русском говорят. Все эти педалисты того, что надо на русском не говорить, они отлично знают русский язык.
Так вот, я понимаю, что взаимная ненависть, она может быть надолго. А можно сделать так, я говорил, как это нужно делать, чтобы минимизировать ее. И уж если она и витает в воздухе, то направить в нужное русло. В том числе на, в том числе на достижение в стране, внутри страны, настоящей справедливости и наказания тех, кто в эти страшные годы обжирался, наедался и прожирал Украину и продавал ее. Максим Гольдар был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Вам спасибо. Друзья, берегите себя, пишите в комментариях, что думаете. Не забудьте лайк поставить. Подписывайтесь на Максима Гольдарба, подписывайтесь на этот канал. И также всем добра и света, несмотря ни на Храни что. Бог. Увидимся.